Собственно, Ирина Дерюгина, ответите на этот вопрос. Да, имеют ли моральное право украинские спортсмены менять гражданство, особенно вот в эти трудные времена? Вы знаете, я хочу сказать следующее. Каждый человек стремится к чему-то лучшему. Лично я, например, безумно люблю свою страну и делаю для этого нереальные вещи. Я объездила весь мир, я знаю, где, как, что. Я знаю, что хуже, чем у нас условий художественной гимнастики, нет, наверное, ни в одной стране мира. Вот прямо ни в одной, где вы были? Ни в одной стране мира. Худшие условия у нас для тренировок. А как так? Столько медалей. С 84-го года вот олимпийский вид, да, художественная гимнастика, да? Например, художественная гимнастика держится на Альбине Николаевне, на Ирине Ивановне, на Ирише и на тренерах, которые с нами сейчас работают. И Марина Кардыш, и молодежь, которая вот сейчас все закончили в Рио. Я хочу сказать, что благодаря этим детям я очень довольна, мы очень много успели за этот период, который сейчас новый начался. А моральное право, понимаете, обещают, рассказывают сказки, золотые горы. И некоторые думают, вот, у нас есть такие тоже гимнастки, которые закончили спорт, и у них ничего нет. Да, но люди получают профессию, получают любимую профессию, получают возможность добиться чего-то в жизни. Потому что, когда ты начинаешь заниматься нелюбимой работой, ты потом заболеваешь. А когда человек любит свою работу, он как-то более дольше живет. И знаете, как вам сказать, человеку нужно заниматься любимым делом для своего собственного здоровья. Поэтому, когда мне говорят, ну да, у нас Романова тоже уехала за Лену Рублем, уехала 2 года, она не выступает. Вы знаете, что такое для молодой гимнастки 2 года не выступать? Мы говорим об Элеоноре Романовой, да, которая родом из Краснодона, из Луганской области. И еще вот года не прошло, или вот сейчас будет год, да, как раз... Нет, она уже год прошел. Год прошел таки, а теперь год у нее идет инкубационный период, потому что... По ФИЖу ей не разрешили еще год. Дальше есть такое желание Сергея Назаровича продлить до 3 лет всем спортсменам из Украины, да, продлить. Я полностью его поддерживаю. Я считаю, что, знаете, нельзя забыть то, что в тебя с любовью вложил тренер, который у тебя первый. Невозможно это забыть и просто плюнуть и поехать заниматься, ну, как говорится, поехать в лучшие условия за лучшими достижениями. Смотрите, но история Романова – это история денег, я правильно понимаю? То есть вы говорили о том в многочисленных своих комментариях по этому поводу, что там родители большое влияние имели, и спортсменку везли в Москву на Мерседесе кататься. Понимаете, ситуация такая. Например, мне не хочется даже тратить время на людей, которые, например, родители, которые ничего не достигли в своей жизни и хотели за счет ребенка продвинуться и сделать для себя все. Я не хочу об этом даже говорить. Давайте о другом поговорим. Давайте о другом. Вот смотрите, я могу сказать аннексия Крыма, война в Украине, на Донбассе, да, российская агрессия. В это время Анна Резадинова, лидер команды, город Симферополь, и Виктория Мазур, 2-й номер, город Луганск. Тут переплелось все, понимаете, и они же остались... Александра, город Симферополь. Она Симферополь, она в групповых упражнениях. Да, остались же здесь все. Здесь. И не просто остались здесь. Например, для Саши родители купили квартиру, когда еще была возможность. И реально, знаете, получить... право получить профессию здесь и совершенствовать себя, я считаю, что это более важно, чем оставаться где-то там на задворках. Понимаете? Хорошие коллективы, хорошая команда. Я считаю, что у нас очень хороший коллектив, сборная и хорошая команда дает возможность людям получить, знаете, хорошую школу и хороший шанс в жизни чего-то добиться. Я понимаю, что у нас не падают золотые, знаете, там, клетки, и не падает супер зарплата. Вообще у нас совсем непростая жизнь. И вообще я считаю, что спортсмены и лицо страны не могут получать те гроши, те деньги, которые платит сегодня правительство за такой бешеный труд всех спортсменов и тренеров.
Давайте резюмируем вот ответ все-таки на этот вопрос ваш. Да или нет? Имеют моральное право спортсмены или не имеют? Вот лично вы. Да Лично я считаю, что нет. Не имеют. А давайте посмотрим на промежуточные итоги нашего голосования. Оно только началось. Хотим посмотреть. Итак, сейчас, вот, пожалуйста, имеют ли моральное право украинские спортсмены менять гражданство? 76% из 2376 человек пока проголосовало, говорят да, и лишь 24 нет. Это, опять же, очень удивительные итоги, хотя промежуточные. Только началось голосование. Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, мы призываем вас активнее голосовать, чтобы мы понимали картину. Как вы думаете, как думает народ Украины сегодня? Какое мнение ваше по этому вопросу? И звоните. Если народ Украины думает вот так сегодня... Пока непонятно, промежуточные итоги. Я вот хочу сказать, если вот так думает народ Украины, значит, у нас сегодня вообще нет, вообще людей, которые любят и борются за Украину. А как же так? Выйдешь на улицу, все у нас прекрасно. Я имею в виду, что у нас много патриотов. Вы знаете, у нас только и звучит патриотический мотив. Замечательная страна. Просто люди сегодня, которые должны помогать людям выжить. И вообще должны помогать стране уважать себя. Я считаю, что они не выполняют свои главные функции, находясь на главных постах. А вы конкретно скажите, что вы имеете в виду? Ну, я уже все сказала. Вы меня поняли. Хорошо. Тогда я вот о чем хочу вас спросить. Вы упомянули о том, что художественная гимнастика, да, практически во всем держится вот на Альбине Николаевне Дерюгиной в Украине, да, я на Ирине хочу сказать, Дерюгиной. что мы на сегодняшний день, вот будем говорить, вот давайте коротко опять повторюсь. Да. Мы имеем базу в Октябрьском дворце, зал, в котором 55 лет воспитывались все гимнастки, где высота 10 метров, и от стенки до стенки 10 метров, а 6 метров нет, потому что 16 на 16 идет ковер или 14 на 14, ну, нету полностью площадки, даже одной площадки нет. И у нас организован Центр олимпийской подготовки, это буквально вот 1,5 года, это зал в Атлете. Там у нас есть 2 площадки, но всего 7 метров высоты. И мы молимся на тот зал, потому что, знаете, он любовью как-то сделанный, свеженький, чистенький. У нас там сейчас, спасибо, в прошлом году сделали, наконец-то купили лимфодренаж, купили дорожки, купили что-то для восстановления людей. И как-то мы своими силами боремся, чтобы людям, что мы можем, могли дать. Но вы говорите, что условия практически наихудшие. Условия площадки. У нас зала нет. Что делать? Строить. Вообще, я бы очень хотела, чтобы правительство, ну, может быть, услышало в который раз. У нас в этом году юбилей Альбины Дерюгиной, которая, в общем-то, создала 85 лет в этом году. 16 марта и 17 марта у нас приезжают лучшие спортсмены. Нас Международная федерация практически заставила провести кубок. Мы возвращаемся к проведению возвращается кубок Дерюгина. Да, мы проводим этот кубок, потому что, поверьте, 4 года пауза, нам не разрешали ничего проводить. Это морального права не было проводить соревнования, потому что война и как бы вот ситуация, вот такая вот ситуация, да. И я хочу сказать, что мы проводим это. Я не могу сказать, что у нас сегодня вообще идеальные вообще для этого возможности. Очень тяжело, ни одного спонсора. И я не знаю, как у нас получится. Ну, надеемся, мы выкрутимся из этой ситуации как-нибудь. Но мы проведем этот праздник. Надеемся, может быть, правительство услышит, что художественная гимнастика за все результаты, за все заслуги многих десятилетий добились то, чтобы иметь нормальный зал. А давайте мы с вами услышим первого дозвонившегося в наш эфир гостя. Добрый вечер.